Дорогие девочки, всем привет! Меня зовут Жанара. Это видео мастер-класс о том, как связать донышко крючком для вот такой сумки. Здесь у меня донышко готовое, прозрачное, 25 на 10 сантиметров. Видео мастер-класс по вязанию этой сумки вы можете найти у меня на канале. Я оставлю ссылку в описании. И также она сейчас появится вот здесь наверху. У меня к вам очень большая просьба. Для продвижения моего канала и развития его мне необходимы ваши лайки, комментарии, хотя бы любой смайлик в комментариях. И если вы хотите и вам интересен мой контент, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые мастер-классы. Для вязания мы будем использовать акриловый шнур, алтын нитка с люрексом, цвет фисташка. В каждом моточке 200 грамм, 100 метров, толщина нити 4 миллиметра. И крючок номер 5. Также в описании вы найдете вот такую простую схему для вязания донышка. И это донышко подходит не только для этой сумки, но и для многих других проектов, в которых вам нужно сделать овальное дно для корзин или сумок. Итак, желаю вам приятного вязания. Приступаем. Вязание. Вязать будем вот по такой простой схеме. Вначале нам нужно набрать цепочку из 17 воздушных петелек. Оставляем кончик нити сантиметров 5. Набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Готово. Набрали цепочку 17 воздушных петелек. Начинаем вязание первого ряда. Мы находимся с вами сейчас вот здесь. И идем вот к этой петле. Здесь мы с вами вяжем 15 столбиков без накида. Но первую петельку нужно пропустить. Вводим крючок за вторую петлю, за ее заднюю полустежок. И провязываем столбиком без накида. Продолжаем вязание до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Продолжаем. В конце одну петельку не провязываете. Закончили, связали 15 столбиков. В конце у нас остается одна петелька. В нее мы провязываем 3 петельки в одно основание. Вводим крючок в середину петли, нитку накидываем на крючок и провязываем столбик без накида. Теперь вводим крючок опять в эту же петлю, второй столбик и последний, третий раз провязываем третий столбик. Теперь переходим на противоположную сторону. Можно схему перевернуть, но в принципе эти стороны они идентичные. Поэтому мы можем просто смотреть на эту же схему, представив, что мы перешли на другую сторону. Теперь мы вяжем с вами опять 15 столбиков без накида и 3 столбика в одно основание на углу. Здесь единственное отличие, что крючок вводим за 2 полустежка. И кончик нити придерживаем над крючком, и он у нас спрячется внутри стежков. 1, 2, 3. Продолжаем вязание самостоятельно, всего 15. Связали 15 стежков. Теперь переходим вот сюда на уголке. Нам нужно связать 3 столбика. Вводим крючок в самую крайнюю петельку и провязываем 1, 2, 3. Итак, мы закончили с вами вязание первого ряда, и по окружности у нас 36 петель. Теперь нам нужно замкнуть первый ряд. Для этого вынимаем крючок из петли и вводим его вот сюда под второй стежок. Петельку вытягиваем на изнаночную сторону. На изнаночной стороне нитку слегка затягиваем, придерживаем петлю, вынимаем крючок и вводим крючок опять под этой же петлей. И провязываем одну петельку, это уже петля следующего ряда. Здесь во втором ряду нам нужно также связать 15 столбиков до прибавок. Первый мы с вами уже связали. Продолжаем, вводим крючок под 2 полустежка и провязываем 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Продолжаем. Всего 15. Готово. Связали 15 столбиков. Теперь начинаем делать прибавки. В каждую петлю на углу из 3 предыдущего ряда мы вяжем теперь двойные. Вводим крючок в первую петельку, провязываем двойную и повторяем еще 2 раза. Готово. Связали двойные 3 раза. Переходим на другую сторону. Теперь мы находимся с вами вот здесь. И далее мы продолжаем вязать опять 15 столбиков и двойные 3 раза до конца ряда. Вяжем самостоятельно. Закончили вязание второго ряда. По окружности у нас 42 петли. Закрываем ряд. Так же, как мы делали в предыдущем ряду, вводим крючок под первый горизонтальный стежок. Провязываем первую петельку третьего ряда. И в третьем ряду нам тоже с вами нужно связать в начале 15 столбиков до прибавок. Готово. Связали 15 стежков. Теперь подошли к прибавкам. Здесь мы вяжем 3 двойные петельки и чередуем между ними по одной одинарной петле. Вводим крючок в следующую петлю, провязываем двойную, затем одну одинарную, теперь опять двойную, одинарную и последняя двойная. Итого получается 3 двойных. 1, 2, 3. Переходим на другую сторону. И мы с вами сейчас находимся вот здесь. Теперь нам нужно связать 16 столбиков до следующих прибавок. Готово. Связали 16 столбиков. Теперь переходим к прибавкам с этой стороны. Здесь точно так же мы вяжем двойные 3 раза и между ними ставим по одной одинарной петельке. И вот здесь, смотрите, в конце ряда у нас должна быть одна одинарная петля. Вяжем самостоятельно. Закончили третий ряд по окружности 48 петель. Здесь мы с вами сделали двойная, одинарная, двойная, одинарная, двойная и в конце ряда одна одинарная петля. Закрываем ряд. И начинаем вязание 4-го ряда. Смотрим на схему 4-го ряда. И здесь мы с вами вяжем 17 столбиков без накида до прибавок. 1, 2, 3 и так далее. Готово. Связали 17 столбиков. Далее в 4-м ряду у нас идут прибавки двойные через 2 одинарные. Двойная, 2 одинарные, двойная, 2 одинарные, двойная. Вяжем двойная, затем 2 одинарные, затем двойная, 2 одинарные и последняя двойная. Готово. Теперь мы повторяем все, что мы уже делали, еще раз. Вот мы находимся с вами сейчас здесь. Вяжем опять 17 столбиков до прибавок и потом делаем 3 двойных через 2 одинарных петли. И у нас будет сразу конец ряда. Вяжем самостоятельно. Закончили 4-й ряд по окружности 54 петельки. Закрываем ряд. Начинаем вязание 5-го ряда. Смотрим на схему 5-го ряда.
И здесь мы видим, нам нужно связать опять 15 столбиков до прибавок. Вяжем самостоятельно. Закончили, связали 15 стежков. Теперь переходим на прибавки. Вот мы здесь сейчас с вами находимся. Теперь вяжем двойная, 3 одинарные, двойная, 3 одинарные, двойная. Двойная. Затем 3 одинарные, 1, 2, 3. Затем двойная. Еще раз 3 одинарные, 1, 2, 3. И последняя двойная. Смотрим далее по схеме. Мы находимся с вами сейчас вот здесь. Нам нужно связать теперь 18 столбиков без накида до следующих прибавок. Вяжем самостоятельно. Закончила, связала 18 столбиков. И теперь смотрим на прибавки. Здесь точно так же вяжем двойная, 3 одинарные, двойная, 3 одинарные, двойная. И в конце ряда еще 3 одинарные петли. Закончили 5-й ряд. По окружности у нас 60 петелек. Здесь мы с вами сделали двойные через 3 одинарные 3 раза и в конце ряда 3 одинарные петельки. Закрываем ряд и приступаем к вязанию крючком нашего последнего 6-го ряда. В 6-м ряду по схеме нам нужно связать в начале 18 столбиков до прибавок. Вяжем самостоятельно. Первым мы уже связали, продолжаем далее. Готово, связали 18 столбиков. Далее делаем прибавки. Вяжем двойная, 4 одинарные, двойная, 4 одинарные, двойная. Двойная. Затем 4 одинарные, 1, 2, 3, 4. Затем двойная, опять 4 одинарные, 1, 2, 3, 4, двойная. И переходим на другую сторону. Теперь мы находимся с вами вот здесь. Теперь мы вяжем 19 столбиков до следующих прибавок. Вяжем самостоятельно. Закончили, связали 19 столбиков. Теперь переходим к прибавкам. И здесь мы опять вяжем двойная, 4 одинарные, двойная, 4 одинарные, двойная и в конце ряда 1 одинарная петелька. Готово. Закончила вязание 6-го ряда. По окружности 66 петелек. И это ровно такое же количество, как в обвязке готового донышка. То есть вот с этого момента вы можете начинать вязать узор шишечки и стенки сумки. И также, как я уже говорила, этот видеоурок можно использовать для вязания овального донышка для корзинки или для сумочки на 66 петелек. Если этот урок был для вас полезен, ставьте лайк, пишите в комментариях любой смайлик. Всего хорошего, до свидания.